Ранняя жизнь Мэриан Гиллиотен, гобелен Института и судьбы. Путешествие Мэриан Гиллиотен началось в святилище Института Нарциссинкройц, где ее существование разворачивалось на фоне академических строгостей и катастрофических потрясений, которые изменили мир Фонтейна. Их жизнь, выросшая вместе со своим братом Алленом, резко изменилась после катаклизма, когда вице-директор Безил Элтон доверила их заботу Эммануэлю Гиллиотену, бывшему охотнику Сумрачного двора. Несмотря на травматические тени, сохраняющиеся в прошлом Эммануэля, он взял братьев и сестер под свое крыло, создавая подобие семейной привязанности и одновременно питая стремление к более безопасному миру. Годы становления Мэриан в Институте Нарциссинкройц, руководствуясь принципами академических кругов и заботливой заботой своих опекунов, заложили основу для загадочного пути, по которому ей предстояло пройти. Когда брат и сестра повзрослели, поступление Аллена в Институт естественной философии ознаменовало расхождение в их траекториях. Именно в этих коридорах изобретательность Аллена принесла плоды в виде Сеймура, разумного механического помощника, созданного для помощи Мэриан в ее тайных обязанностях в охотниках Сумрачного двора. Дружба, завязавшаяся в рамках Института Нарциссинкройц с Рене де Петрикор и Якобом Ингольдом, процветала до тех пор, пока идеологические разногласия не разорвали их связи, что привело к непредвиденным последствиям. Постановление суда Фонтена, объявившее орден Нарциссинкройц угрозой, побудило Мэриан и ее союзников к бурной конфронтации среди остатков Элинос. Этот момент, окутанный неопределенностью и суматохой, стал поворотной главой в годы становления Мэриан. Отголоски ее переживаний резонировали за пределами реальности в эфирном царстве Аннапаузиса, царстве, где истины переплетались с тканью фантазии. Ранняя жизнь Мэриан, укоренившаяся в гобелене институциональных объятий Нарциссинкройца, заложила основу для судьбы, переплетенной с тайнами, жертвенностью и поиском идентичности. Ее одиссея началась в священных залах академических кругов, но переросла в загадочное повествование, выходящее за пределы обычного существования. Отношения Мэриан Гиллиотен – узы, сплетенные среди беспорядков. В сложном переплетении жизни Мэриан Гиллиотен ее отношения с другими членами ордена Нарциссинкройц и Института Нарциссинкройц были переплетены нитями товарищества, идеологических разногласий и непредвиденных потрясений. Прежде всего, это была ее связь с братом Алленом Гиллиотеном, отношения, зародившиеся в суровом периоде их общего воспитания в Институте Нарциссинкройц. Несмотря на разные характеры, веселый нрав Мэриан служил противовесом поведению Аллена. Их союз вышел за рамки семейных уз и превратился в партнерство, отмеченное взаимной поддержкой и общими усилиями внутри охотников Сумрачного двора. Среди ее верных союзников были Рене де Петрикор и Якоб Ингольд, товарищи из Института Нарциссинкройц, чья дружба продолжалась до тех пор, пока идеологические разногласия не разорвали их общее устремление. Дружба Мэриан с Рене и Якобом переросла в динамику, в которой она часто брала на себя роль старшей сестры, создавая атмосферу поддержки и товарищества в их кругу. Однако траектория их отношений изменилась, когда ветер радикальных исследований и наследие Ремурии пронеслись через их жизни, создавая линии разломов, которые непоправимо разорвали их связи. Заявление суда Фонтена, заклеймившего Нарциссинкройц Орда, Рене как угрозу, разорвало связи, вынудив Мэриан и ее союзников противостоять бывшим друзьям, ставшим противниками. Противостояние внутри Элинос стало суровым испытанием на прочность их отношений. Возникшая суматоха оставила шрамы на этих связях, судьба Мэриан осталась окутанной неопределенностью, в то время как Сеймур, ее механический помощник, носил на себе шрамы от этой ссоры. На протяжении всего бурного путешествия, охватывающего Аннапаузис и за его пределами, отношения Мэриан были многогранными, сотканными из нитей доверия, товарищества и, в конечном итоге, из напряжения непоправимых идеологических расколов. Ее связи с членами ордена Нарциссинкройц и Института Нарциссинкройц были свидетельством хрупкой природы союзов среди бурь трансформаций и судьбы.